Знаете, почему многие люди уезжают с панчакармы разочарованными? Не потому, что процедуры плохие, а потому что они не подготовили к ней свое тело и ум. Меня зовут Борис Рогозин, я врач аюрведы с 25-летним опытом, и сегодня я расскажу, как подготовиться так, чтобы панчакарма стала для вас действительно глубокой трансформацией. Многие думают, что можно просто приехать на панчакарму и все сразу почистить. Но правда в том, что без подготовки вы рискуете получить обратный эффект. Усталость, срыв, недовольство результатом. Чтобы панчакарма стала настоящим обновлением тела и ума, подготовка обязательна. Сегодня я подробно расскажу вам, как готовиться по вашей вата, пита или капха доши. И в середине видео поделюсь, как вы можете поехать со мной на панчакарму, чтобы пройти ее под моим сопровождением. Для вата доши характеристики, которые являются сухость, холод, легкость и подвижность. Я, кстати, снял уже видео про вата дошу, посмотрите обязательно, там более подробно написано. Почему важно готовить именно так вата дошу? То есть с позиции современной медицины у людей с преобладанием вата доши чаще наблюдается повышенная симпатическая активность, то есть доминирует стресс-ответ. Нестабильность вегетативной нервной системы, то есть склонность к обезвоживанию, дефицит мембранной стабильности, дефицит клеток, склонность к дефициту серотонина и ГАМК, главного тормозного медиатора, тревожность, бессонница. Какие рекомендации в подготовке для вата доши? В первую очередь это масляная терапия снехана. В моем проекте «Библиотека» есть целый курс аюрведическая терапия про промасливание. Использование теплых масел, кунжутное, масло ашваганды, масло маханараяна – все это восстанавливает липидные барьеры кожи и клеточных мембран. То есть снижает гиперактивность симпатической нервной системы, а это способствует синтезу главного тормозного медиатора. Сведано или потоотделение, пропаривание – это мягкое прогревание тела с травами, которое способствует улучшению микроциркуляции. То есть она снижает мышечное напряжение, стимулирует выработку эндорфина, гормона счастья. И диета, теплая, масляная пища, больше супов-пюре, кичи-резги, тушеные овощи, все это увеличивает омега-3, витамин Е. А из специй, для того, чтобы все это усваивалось, можно добавить имбирь, фенхелетмин. Избегайте сухой, холодной еды, салатов в больших количествах. Небольшое количество овощей и фруктов, конечно же, можно. Образ жизни, четкий режим дня, исключить переутомление, ввести ритуалы заботы о себе. Высыпаетесь, промасливаетесь, медитируете, гуляете. Умственная подготовка. Если говорить гештальт-подходом, то осознанность тела, чувствую стопы здесь и сейчас, правильно расслабляюсь, принятие тревожных состояний и практика телесной заземленности. Для пита доши. Как может выглядеть подготовка? Характеристики пита – это горячесть, острота, маслянистость и легкость. Я уже снял видео про пита дошу. Обязательно посмотрите его, чтобы понять, что она у вас есть и преобладает ли она у вас, к чему это может привести. Почему важно готовить именно так? Современные данные показывают, что у людей пита, у которых пита преобладает, люди часто отмечают склонность к хроническим воспалительным процессам, повышенный АЛ, CRP, то есть доминирование симпатической нервной системы, повышенный уровень кортизола, склонность к эмоциональной реактивности и агрессии. Какие бы рекомендации я дал, если вы с преобладанием пита и готовитесь к панчакарме? Снехана.
Опять-таки промасливание, но с охлаждающими маслами. Сандал, кокосовая балашваганда уменьшают, то есть эти масла, они будут уменьшать кожную температуру, они уменьшают кожное воспаление и снижают системное воспаление через стимуляцию вагуса, антивоспалительный рефлекс. Сведано прогревание с охлаждающими травами. Оно не вызывает перегрева, способствует расслаблению гладкой мускулатуры сосудов. Диета. Охлаждающая пища. Больше листовой зелени, кабачков, огурцов, спаржи. Хорошо рис басмати, амарант, свежие фрукты по сезону, особенно сладкие. А из специй можно использовать куркуму, кинзу, кардамон и избегать острого, кислого, жареного, алкоголь и курения, а также уксус. Из образа жизни для людей питы очень важно избегать стрессов, сильных нагрузок, практиковать осознанную паузу и дыхание. А умственная подготовка, если мы смотрим с терапией гештальт, это практика «остановись и почувствуй эмоцию», работа с гневом и также практика охлаждающего контакта с природой. Если у вас преобладает капха-конституция, капха-доша, характеристикой которой тяжесть, холод, маслянистость и стабильность. Я снял видео про капха-дошу, смотрите обязательно. Почему важно готовить именно так людей капха-доши? Потому что современные исследования показывают, что у людей капха, тех, кого преобладает капха, опять-таки, сниженная митохондриальная активность, склонность к метаболическому синдрому, повышенная инсулинорезистентность и склонность к застойным явлениям, то есть лимфа, венозный застой, гипоактивность, конечно же, дофаминовой системы, медлительность, прокрастинация. И поэтому я бы дал такие рекомендации. Промасливание не всегда полезно для людей. Капхи можно чуть-чуть промаслиться, но потом нужно сделать сухой массаж, который называется Удвартана. Он активирует поверхностное кровообращение, стимулирует лимфодренаж и улучшает липолиз. И пропаривание, обязательно здесь нужно прогревание нам сделать, активирует симпатическую нервную систему, что полезно при капха-дисбалансе, улучшает сосудистый тонус и способствует метаболической активации. Диета. Легкая, сухая, теплая пища. Много специй, черный перец, имбирь, корица, гвоздика, овощи на пару, крупы, гречка, перловка. Нужно обязательно избегать сладкого, мучного, бананы и, конечно же, очень много тяжелой пищи. Переедать тоже нельзя. Из образа жизни для капхи очень важна активность, физические упражнения, чтобы потеть, прогреваться, улучшать свою выносливость. И, конечно же, ранний подъем. Из умственной подготовки, если мы смотрим с точки зрения гештальта, работа с желаниями и мотивацией, включение динамических практик и пробуждение внутреннего «хочу». Если вы хотите пройти панчакарму под моим личным сопровождением, в правильной подготовке, я приглашаю вас в мои поездки. Я езжу много лет подряд, и практически каждый год езжу на панчакарму для себя, а также везу всегда с собой группу. Ссылка на бот, где можно узнать все детали этого года, найдете в описании под этим видео. Я сопровождаю группу уже много лет и помогаю вам прожить этот процесс мягко, безопасно и эффективно. В основном я езжу с группами, но также меня часто приглашают индивидуалы, которые хотят пройти глубокую панчакарму под моим чутким руководством. Итак, друзья, как вы видите, подготовка к панчакарме должна быть индивидуальной. Без нее панчакарма может дать меньший эффект или даже вызвать усталость. С ней вы раскрываете огромный потенциал для очищения и обновления. В следующем видео этого плейлиста, посвященную подготовке к панчакарме, мы подробно разберем противопоказания
и предостережение. Панчакарме очень важный нюанс, который часто упускают те, кто едет на панчакарму. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. А если вы хотите пройти панчакарму вместе со мной, то переходите по ссылке под этим видео. До встречи, и пусть ваше тело и ум будут в гармонии. Задавайте вопросы под этим видео, рекомендуйте меня своим друзьям, ну и, конечно, ставьте лайк, если вам понравилось и нравится то, что я делаю.